Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами канал Империя. Сегодня речь пойдет о нелегкой женской доле женщин Османского двора. Как они вообще там жили, уму непостижимо. Это только на первый взгляд кажется, что жизнь в гареме – это сплошное удовольствие, развлечение и отдых. Во всем виноваты европейцы. Именно они утверждали, что девушки в гареме очень счастливы. Они одеты в дорогие наряды, носят безумной красоты украшения, едят, гуляют, танцуют, в общем, ничего не делают, а просто наслаждаются жизнью. Но мы-то с вами знаем, что все это далеко не так. Недавно я рассказывала на нашем канале про откровения актеров сериала о гареме османского султана. Селим Байрактар от лица Сюмбюля Аги сказал, что от холода каждый месяц кто-то из рабынь умирал, а места там было ровно столько, чтобы есть и спать. Мы же видели в сериале «Великолепный век» сказку про любовь, разбавленную красотой наложниц, изысканностью их костюмов и зловещими ветрами интриг, волной предательств и даже коварных убийств. Женщина, про которую я вам собираюсь сейчас рассказать, была явной угрозой и не кому-нибудь, а самой Кесем Султан. И не случись нечто, еще неизвестно, что стало бы с греческой Анастасией. И вообще, был бы тот самый кровавый век Кесем или нет. Принято считать, что в сериале Кесем правды было больше, чем в фильме про Сулеймана и Хюррем. Но на самом деле, при ближайшем рассмотрении, история там пересказана, прямо скажем, очень неправдоподобно, и фактических ошибок и вымысла там совсем не меньше. Итак, речь пойдет о матери султана Османа, известного нам как Молодой Осман. Историю героини того времени Макферуз очень сильно исказили в сериале про Кесем. Давайте исправим эту несправедливость. Историки часто уделяют много внимания одной личности и совсем не вспоминают о другой. Часто этот кто-то другой, не живи он в то время и не совершая определенных поступков, мог влиять на ход всей истории и даже полностью сделать ее другой. Так произошло и с матерью Османа. Хотя именно Макферуз была Валиде Султан задолго до того, как этот важный сан приобрела известная нам Кесем Султан. Здесь сделаю особый акцент на личности Макферуз. Мои постоянные зрители и подписчики уже посмотрели видео про буквально стонущую боль черкесских наложниц. Если вы еще не смотрели, посмотрите обязательно. Мы много будем на нашем канале говорить о гареме и рабынях османских султанов. И похожие видео нельзя пропускать, если вы хотите больше и лучше понять историю. Так вот, Макферуз была самой настоящей черкешенкой. Да, непростой, но первое, что здесь мы уже понимаем, что Макферуз была необычайной красоты, грации и благородного воспитания. Потому совсем неудивительно то, что произошло с самого начала и потом. Наверняка все зрители сериала помнят зверски казненного восстанием янычар султана Молодого Османа. По сценарию Кесем была его приемной матерью до того момента, как у Ахмеда была простая наложница, с которой он провел ночь. Девушку звали Раша Хатун, и прибыла она из Старого дворца. Того самого Старого дворца, помните? В который ссылали постаревших, ненужных, забытых наложниц из гарема султана. Мать же Ахмеда, Хандан Султан, спит и видит, когда же у ее сына появится Шахзаде, потому отсылает Рашу на хальвет к падишаху. Видимо, ночь удалась, так как почти сразу девушка переехала на этаж фавориток повелителя. Вскоре Макферуз, это уже новое имя девушки, забеременела и с надеждой в уверенное будущее стала ожидать рождения Шахзаде. Как мы знаем, одновременно с этим Ахмед начал отношения с Анастасией, будущей Кесем Султан. Но той никак не удавалось родить детей, и потому беременность Макферуз была для него очень важной для продолжения рода османов.
я не буду сейчас далее пересказывать вам сериал, так как он в данном конкретном случае не имеет ничего общего с реальной историей, а расскажу вам вот о чем. Для начала вы помните, что по сериалу Махфируз рожает первенца, которого нарекли Османом, а сама девушка погибает во время восстания янычар. На этом моменте мать Османа навсегда покидает сериал. Однако в истории все было совсем по-другому. Вот так. Махфируз не была наложницей султана Ахмеда, как остальные девушки гарема. Она родилась в 1590 году на Северном Кавказе. Ее отцом был князь Алкас Черкасский, принадлежавший к царской династии из Кабардино-Балкарии, а прадед Раши-Хатун был князь Черкесский, который являлся внуком племянника Махидевран-Султан. Ага, друзья мои, что мы понимаем? Мы понимаем, что Махидевран была черкешенкой. Также мы теперь уже знаем, что и Раша-Хатун была черкешенкой. Но что мы еще сейчас с вами узнали, это то, что дальняя родственница Махидевран в свое время стала Валиде Султан. Это то, чего так хотела Махидевран, но не получила при своей жизни. Итак, Раша-Хатун еще в маленьком возрасте была доставлена во дворец в качестве, внимание, будущей жены султана и воспитана, как и положено в гареме, согласно османским традициям. Девушка быстро завоевала признание Хандан Султан, матери султана Ахмеда, она же Валиде Султан, которая выбрала Рашу Хатун в качестве будущей матери детей Ахмеда. Ничему не удивляюсь в данном случае. Красавица, умница, благородна, хорошо воспитана, голубых кровей. Еще бы Хандан Султан не обратила внимания на Рашу Хатун. Или еще бы на нее не обратил внимания сам султан Ахмед. Если уж не черкесская наложница должна понравиться османскому султану, а черкешенки славились своей красотой на весь мир, то тогда кто? Дальше. Махфируз долгое время считалась первой женой султана Ахмеда, но не такой женой, как у нас с вами принято считать, а матерью его Шахзаде, то есть официально он на ней не женился. После того, как умер султан Ахмед в молодом, как вы помните, возрасте в результате болезни, Осман, сын Ахмеда и Махфируз, в возрасте 14 лет занял трон султана, а Махфируз, внимание, стала Валиде Султан. Дальнейшие события для Кюсем еще интереснее. Она на тот момент уже была женой султана Ахмеда, и у нее на тот момент уже были дети. Но так как не ее сын занял трон и не она стала Валиде Султан, то Кюсем и все ее дети в момент правления Османа проживали в старом дворце, как и положено при османском дворе. Кроме Османа, кстати, Махфируз родила Ахмеду еще одного сына и дочь. Но второй ее сын умер вскоре после рождения, а про дочь точных исторических сведений нет. Мне это говорит только о том, что Махфируз долгое время пользовалась уважением и любовью султана Ахмеда, что еще раз подтверждает тот факт, что она была непростой рабыней. Про правление Османа мы в этом видео не будем с вами рассматривать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. А вот по поводу смерти Махфируз есть две частые версии. Первая – это то, что женщина скончалась во время правления своего сына Османа в 1620 году по неизвестным причинам.
Вторая версия более скорбная. Она говорит о том, что после гибели Османа, когда его убили янычары, Махфируз отправили в Старый дворец, правильно, Кёсем вернули на место в Топкапы, а Махфируз, согласно османским традициям, отправили в ссылку. Там прошли остатки ее жизни, но они прошли в забвении. Несчастная мать до конца своей жизни плакала из-за ужасной судьбы сына. Она умерла в 1628 году. Меня поразила следующая несправедливость. Абсолютно точно известно, что Махфируз Султан была похоронена без всяких церемоний в гробнице мавзолея Эйюб Султан, саркофаг из мрамора, который не имеет себе равных, имеет надпись из 16 стихотворных строк. Из чего можно сделать вывод, что, скорее всего, именно первая версия смерти Махфируз является наиболее точной, потому как кто же еще, как не сын Султан Осман, смог поставить такой значимый саркофаг своей матери. Но, с другой стороны, абсолютно непонятно, почему ее похоронили без каких-либо церемоний. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями, ставьте колокольчик. До новых встреч!